Токіо! Современний мегаполіс. Що? Опять? Це ж було вже. Ми це слухали. Да-да, я знаю. Интро с первой части. Мне было лень делать новое. Императорский дворец, расположенный в центре города. Его со всех сторон окружают древние стены, каналы и сады в традиционном японском стиле. Парк Императорского дворца. Прям какой-то Централ парк. Очень красивые деревья, ухоженные, бонсай и так далее. Видно с их рук дело. Ну вот, так как было 40 градусов жары под открытым палящим солнцем, мы быстро прошлись по этому парку, взяли, сделали пару фотографий, видео с дворцами. Императорский палац, но немного закрытый, воскресенье, логично. Там сзади вид небоскребов. Супер, красиво, я такое люблю. Но я побежал, потому что солнце жарит и душно. 32 градуса, 80, где-то 90% влажности. Побежали. Привет, привет. Немного ветрено. Подцепил петлю, чтобы не было так ветрено. Посмотрим, как работает в действии. Район Акасака. Куча билдингов красивых. Напоминает мини какой-нибудь Нью-Йорк. Не знаю, в Нью-Йорке не был, но мне что-то кажется похоже на Манхэттен такой. В той стороне у нас тоже куча билдингов, офисников. Сегодня выходной день, все отдыхают. Но мы пришли в буддийский храм. Проезжай, Харли Дэвидсон. Мы пришли в буддийский храм посмотреть, как, что, на богов, поклониться им. Ну и немножко поснимать достопримечательности. И мои навыки суперблогера с моими 2 подписчиками. Go за мной, поснимаю, в следующем кадре увидим, что там внутри. Тойокава Инари, буддийский храм в районе Минато. Лисы, лягушки и 1000 развивающихся флагов, окруженным красивыми красными фонарями вдоль длинной каменной стены. Инари – это в честь одного из главных божеств японской религии синто. Сенсоджи – древний буддийский храм, расположенный в Асакусе. Это старейший храм Токио и один из самых значительных. Является наиболее посещаемым религиозным объектом в мире, который ежегодно посещают более 30 миллионов человек. Рядом с храмом находится 5-этажная пагода, синтоистский храм Асакуса, а также множество магазинов с традиционными товарами. Кстати, за моей спиной в вратах Камикаримон, как-то так они называются, я не помню. Да, привет, как дела? Проходите, снимайтесь, не обращайте внимания, всего лишь видео снимаем. Итак. Кстати, из достопримечательностей здесь не столько фонарь, который привлекает всех вот этих вот туристов, коих куча, а скорее всего то, что находится под этим фонарем, а именно вырезанная резьба по дереву драконов, если не ошибаюсь. Ну, туристические виды мы тут сразу видим, сразу надо громче говорить, потому что меня не слышно, некоторые люди меня перекрикивают. Особенно куча туристов. Магнитики и все остальное можно купить в других местах, где подешевле. А тут мы пройдемся и посмотрим, что можно пожевать. С вами я, как всегда, ну и оператор Викторовна. Согласно легенде, статуя Канон была найдена в реке Сумидо в 628 году нашей эры 2 рыбаками. Ну и глава их деревни признал святость статуи и сохранил ее, превратив свой дом в небольшой храм в Асакусе, чтобы жители деревни могли поклоняться Канон. Первый храм был основан в 645 году нашей эры, что делает его самым старейшим храмом Токио. Интересно гулять по таким местам, по которым ты ничего не знаешь, и встречать японцев и туристов, коих сейчас очень много здесь. Во многих буддийских храмах располагается курительница с благовониями. Благостный дым, который очищает тело и дух паломников от скверны и дурных мыслей. Удача или неудача, что вам выпадет? Гадание о Микудзи.
Заплатив совсем немного денег и совершив нехитрые манипуляции с получением номерка, можно узнать, какая судьба уготована тебе в ближайшее время. 100 йен. Сейчас узнаем, что мне выпадет. Удача или неудача. Посмотрим, насколько я фартовый. Для этого подходим до этих штук. Делаем пожертвование. Достаем палочку. Ну и смотрим, какой номерок выпал. В соответственной шухлядке достаем листик. Ну и считаем, что выпало. Удача или неудача. Donation. Что, живое? Удача номер раз, у меня не выпадает листик. Выпей. Так, номер. Номер не знаю какой. При помощи. Скажите, пожалуйста, что за номер нам выпал? Нам выпало вот это вот. 58. Ну посмотрим, что из этого вышло. А это мы возвращаем обратно. Love playing the maracas. They're so fun. Ну, как всегда, я везучий. Bad fortune. Ну да, ну да. С другой стороны, обычная. Ну а невезение мы оставим здесь. По традиции оставлять, завязывать здесь свой листик. Вот как раз на фоне Будды. И куча туристов. Если вы вытащили плохую неудачу, оставьте ее здесь. Все, стой здесь, никуда не уходи. За мной не следуй. Завязал по-божески. Красиво. Я теперь возле ночного Сенсо. Я погуглил 45 раз, как называется храм Сенсо. Буддийский храм Сенсо. И меньше туристов в это вечернее время. Красивая подсветка. Дальше у нас неоновая подсветка, ночной, огни ночного неонового Токио. За мной красивая японская штука. Не знаю, как называется. Буддийский храм. Оператор говорит что-то. Что ты говоришь? Пагода. Кто? Это называется пагода. За мной подсвечивается красивая японская пагода. И там рыбки красивые плавают. Такие бур-бур-бур, знаете, японские. Такой сад, бонсай и рыбки такие бум-бум-бум-бум. Место проведения одного из крупнейших фестивалей Токио. К этой святыне обычно приходят помолиться о благополучных родах, браке и процветании в бизнесе. Ряд ярко-красных ворон Сенбон Тори – хорошая инстаграм-плейс для всех, кто хочет такие же классные фоточки, как вот у той девочки, которая только что вернулась из Японии. Кошка храм Готакудзи. Немного за городом, в получасе езды на поезде, пригород Токио, находится небольшой городок, который славится своим храмом котов. История, в общем, такая. Древняя легенда гласит, что у настоятеля храма была кошка. Однажды мимо Готакудзи проезжал феодальный лорд, и якобы увидев, как кошка помахала ему лапой, приглашая зайти на огонек, самурай последовал за кошкой и был тепло принят. Пока высокопоставленный гость и настоятель чаевничали и вели светскую беседу, за окном разразилась гроза. Тронутый гостеприимством то ли настоятеля, то ли кошки, лорд пожертвовал храму землю. До той грозы святилище было бедное и не особо известное за пределами округи. По мановению кошачьей лапы стало процветать. С тех пор люди приходят в Готакудзи помолиться белым котикам, надеясь, что золотой дождь прольется и на их головы. Но еще в легенде гласится, что от удара грозы, где должен был спать самурай, кошка спасла его от смерти. Сотни кошек на территории храма, эти статуэтки, называются манеки-неко, от японского кот, который зазывает. Посетители Готакудзи часто покупают фигурки кошек, чтобы загадать желание, ну или помолиться на удачу, а затем оставляют их в храме. Но также ты можешь забрать их с собой и хранить до тех пор, пока желаемое не исполнится. После этого рекомендуется вернуться в Готакудзи и оставить фигурку кошки в храме в качестве благодарности. Руфтопы.
Sunshine 16 Sky Restaurants. Рестораны с чертовски привлекательными видами на Токио, особенно ночью. Нам повезло прийти на парочку коктейлей сюда поздно вечером и насладиться супер видами на ночной город. Скорость 60 этажей, довольно. А этажом выше обсерватория, в которую нам так и не успелось попасть, потому что было уже очень поздно и она уже была закрыта. Это однозначно, как бы сказал Птушкин, Это мой однозначный рекомендацион. Ginza 6. Ginza Roof. Sky Garden. Сад на террасе билдинга в центре делового района Гинзы, где можно спокойно посмотреть на суматоху города, перекусив во время ланча. Рекомендую к посещению обязательно. Шибуя Скай. О да-да, та самая Шибуя Скай. Самый центр и самое туристическое место Токио. Нам, к сожалению, не удалось попасть и сюда, так что оставлю пару видео о том, какой вид открывается оттуда. Билеты нужно бронировать чуть ли не за месяц, а на время, когда закат, так и вообще нужно билеты вылавливать. Икебукуру. Это район Икебукуру. Дождь, вечер, все на работе, пятница. Первый раз в Японии, посмотрим, что она из себя представляет. Район на севере Токио, где мы остановились в первые дни прибытия в Токио. Колоритный, однако, район. На близлежащих улицах располагаются магазины аниме и манги, а поклонники косплей встречаются в парке Нака Икебукуру. Район Гинза, Токио. Шопинг столица Японии. Знакомые мировые бренды, бутики, место, где можно оставить все свои деньги на шопинге. Модные кафе, рестораны, дискотеки, ночные клубы. Все тот же район Гинза. Переводится вроде бы серебряный цех, насколько я увидел и успел вычитать. За мной один из видов на дорогие бутики. Вообще райончик такой себе мажорный, много блогеров, ютуберов, а также коренных, богатых японцев, приезжих, так и местных. Любят сверкать своими золотыми цепями на крутых BMW и Lexus. Урус только что видел оранжевый, кстати, проезжающий. Не часто в Токио увидишь Урус. Любят свои понты показывать друг перед другом. Это же понтовый район для понтовых ребят. Ну а я пока пойду посмотрю эти бутики. Поблизуюсь. Gucci и Prada все знакомые для нас бренды. Немного далее делают ювелирные украшения. Оператора уже слюнки текут, хочет очень красивое кольцо. Ну а на этом увидимся через 5 секунд, потому что люди хотят пройти и стесняются камеры. Пару наших токийских дней мы провели в районе Гинзы. Вечер, на часах 9 вечера мы в районе Гинза. Местный дорого-богато, по-мажорному. Какой-то район типа Сохо, типа вот это вот все, знаете, лакшери, дорого-богато. Сняли отель недалеко, недорого-богато. Самый дешевый, который был на букинге. Обращайтесь. Сережа и его общажное везение. За мной вид на Sky Building. Красивый, мне нравится. Мы идем в ту сторону, в поисках Дон Кихота, который 12-этажный, большая сеть магазинов, где можно приобрести кучу сувенирки на подарки, кучу лоу-кост вещей, ну и так далее. Топ, достопримечательность, одна из, которую все обязательно должны посетить. Сейчас мы находимся, кстати, в Гинза Плаза, в районе Гинза. Похож чем-то на одесскую Гагарин Плаза. Много топовых бутиков, но больше всего мне здесь понравился диско-клуб на 3-м этаже. Очень классно, красиво, смотри какой. Ну я пошел искать суши, как всегда.
надо ж уметь. О. Шибуя. Самый центральный район, где расположены статуи Хатика и самый знаменитый и оживленный в мире пешеходный переход, через который одновременно проходит до 3000 человек в минуту, пока мигает светлофор зеленым. Привет, привет. Токио, Япония. За мной Шибуя находится, знаменитая и мною посещенная в первый раз. Сегодня немного дождливо, тайфуны, сентябрь месяц, но интересно. Очень необычные впечатления от посещения новой страны, нового континента, Азии в целом и вообще полностью другой мир по сравнению с Европой. Японцы вокруг, туристы. Кстати, таксишка местная проезжающая, мне очень нравится безумно. Зонтик, который приобрели в эту дождливую погоду. Мы хотим подняться туда наверх на Shibuya Sky View, Sky Garden, как-то так называется. Не, Sky Garden это в Лондоне. А здесь посмотреть на ночной Токио. Посмотрим, что из этого выйдет. За моей спиной знаменитая статуя собаки Шибу Хачика, та, которая ждала своего хозяина. Кстати, в этом году, в 23-м году, исполняется ровно 100 лет. Где-то видел здесь надпись про нее. И на меня капает дождь. Так, знаменитая собака, много людей с ней хочет сфотографироваться, и я не исключение. Район Асакуса. В районе Асакуса именно там размещен тот самый храм Сенсо, и где квартал с магазинами и ресторанчиками. Здесь уже попросторнее. Мечи надо. За моей спиной, если пройти немного, находится Temple Senju. Ночью здесь красивее. Как насчет телепортнуться в ночь? Снова здрасте, вечер. Вечерний Токио более красивый, более неоновый. И за моей спиной находится все тот же Senju, Temple Senju. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики, все как положено. Говорят, так нынче модно на ютубе, да? С этих же улиц открывается красивый вид на Sky Tree, которая находится напротив через реку. В этом же районе мы нашли кафешку с Шибу собачками. Такое ми-ми-ми, знаешь как. Но на которое нужно бронировать время, чтобы прийти, посидеть, попить кофе, ну и поиграться с собачками. Не, ну ты представь, какие бедные эти собачки, ведь очередь из туристов не прекращается, все хотят внимания от четырехлапых. Слава богу, администрация кафе следит за этим, и поэтому там есть свой свод правил. Одно из самых главных правил: не лезет к тебе собака, не нужно и к ней лезть. И снова здрасте. Район Шинджуку, чуть громче. Красавчик, спасибо. Возвращайся еще раз. Ничего, что я снимаю. Район Шинджуку, куча людей. Многие любят переходить перед камерой, когда я рассказываю что-то. За мной снова красивые неоновые вывески ночного Токио. Погода упала, температура градусов 27, влажности 60%. Если это очень кому-то интересно, пусть негоди та природи не роблять вам в житті погоди. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Шинджуку, район, где есть знаменитая вывеска трехмерного кота. Ну, вывеска LED-экран с большим котом, которого я уже подснял, и в следующем кадре вам покажу. Bubble tea у меня в руках, который таки вкусный, таки интересный. Больше всего мне нравится стаканчик. Машины проезжают мимо. Но я пройдусь немножко далее, чтобы показать, что же находится за моей спиной. За моей спиной находится такси, которое стало на аварийку, а также задний вид знаменитого Дон Кихота, который я уже показывал несколько раз, где можно приобрести сувенирку. Ну и где-то там находится кот.
О, давай немного поговорим про цены. Самая любимая тема на ютубе. Для меня Япония показалась не такой уж и дорогой, как все ее описывают. Явно дешевле половины стран Европы. Еда, рестораны, жилье доступны и вполне подъемные цены. Вот что действительно дорого, так это самолет сюда. Туда и назад, Барселона-Токио, с пересадкой в Мюнхене и полет 13 часов мне обошелся в 1000 евро с человека. А вот жилье в среднем отеле по 50 евро за сутки за двоих. Еда тоже в районе 30 евро в день. Развлечения, сувениры, ну тут у каждого бюджет на свое усмотрение. У меня вышло около 20 евро на двоих в день. С посещением музеев, руфтопов, смотровых площадок, Team Labs, господи прости. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Уход за природой. Переработка мусора. Не, ну улицы реально безумно чистые. Очень ухоженные, за ними смотрят, выкидывают мусор. О, кстати, про мусор. Из минусов Японии не найдете мусорку, где бы выкинуть мусор. И очень даже многие туристы, да и сами японцы ходят с пакетиками и с собой носят мусор, дабы выкинуть его либо у себя дома, либо в каком-то торговом центре. Лайфхак от меня. Возле автоматов по продаже воды можно выкинуть ЖБ-банки, а также мусорки есть в магазинах Family Mart и 7-Eleven. Немного еще про природу и землетрясения в Японии. Так как в Японии сосредоточено около 12% всей мировой вулканической активности, сейсмическая активность – вещь обыденная для японцев. В нашем случае мне было интересно читать инструкцию с Airbnb квартиры, где мы останавливались, что делать на случай землетрясений. Современная японская техника. Привет. Здоровается со мной. Патруль. А нет, ступи человеку, не человеку место. Это технический прогресс, круто. Но мир японцев немного не настолько крут, как его описывают. А именно, все еще можно встретить такую вещь, как факсы, которые действительно используют на каждом шагу, конверты, почта, письменная, где отправляют почту. Ну, тут со старушкой Европой есть параллель, там также. Ну, а еще было странно видеть дискеты и кассетники в магазинах. Знаешь, татуировки здесь очень прочно ассоциируются с якудзой, криминальным миром. 7-Eleven и Family Mart. О, эти два магазина наши ежедневные спутники. Комбини, как называют их японцы. Круглосуточные магазинчики, где можно найти в 2 часа ночи онигири и сладости. Да-да, это я говорю по собственному опыту. А также вкусное мороженое посреди жаркого дня из необычного и японского. Паркинг авто. Блин, я такое реально нигде не видел. Необычные парковки каруселей. Японцы, экономящие каждый квадратный сантиметр своей земли. Красный семафор. Вот народный автомобиль. Ну и ихние кубик авто, кейкары. Это отдельный класс миниатюрных автомобилей, который был придуман в Японии еще 70 лет назад. Не, ну здесь логика есть. В условиях катастрофической нехватки парковочного пространства и тесных городских улиц эти маленькие, но функциональные машины невероятно популярны здесь. Упомянуть также хотелось бы и покемонов, как же без них. Их культ на каждом шагу. О, гача-капсулы с игрушками от малого до великого. Капсулы, район Акихабара, где японцы радуются маленьким игрушкам с капсулы и где подростки проводят много времени, играя в автоматы.
Ну как-то так, резюмируя, это была наша неделя в Японии, полна необычностей и удивлений. Такой ее запомнил я и хотел бы еще вернуться и исследовать больше эту страну. Еще увидимся.